Всем привет! Во всем мире люди любят секс. Россия не исключение. А если у вас сексуальные расстройства, то вам поможет врач-сексолог. А может, он научит техникам секса? Сейчас разберем вместе, чем занимается этот чудо-специалист. Поехали! Существует две науки – сексопатология. Это направление, занимающееся изучением и лечением заболеваний, связанных с нарушениями половой жизни, в простонародье – половыми извращениями. Второе направление – сексология. Это направление, изучающее все проявления сексуальности человека, включая как попытки охарактеризовать нормальную сексуальность. Ее цель – сохранить половое здоровье пациента, устранить социальный и эмоциональный конфликт в интимной сфере, наладить сексуальные отношения. Пропало желание секса? Вам точно к сексологу. Если нет никаких серьезных проблем и жалоб относительно половой жизни, то вам прямая дорога к сексологу. Этот врач помогает разобраться в интимных проблемах людям и парам, которые физически и психически абсолютно здоровы. Доктор выполняет роль некого психолога для супругов и дает советы по интимной жизни и взаимоотношениям в целом. Допустим, если муж начал или жена начала ходить налево. Сексолог может помочь паре найти причину такого поведения. Охлаждение чувств, редкая близость, и еще многие другие факторы, которые могут повлиять на определенное поведение. Также сексолог может проконсультировать пары по планированию семьи, просветить подростков в культуре сексуального поведения и полового воспитания. Хочется пошлости и разврата? Тогда вам точно к сексопатологу. Уже само дополнение «патолог» отсылает нас на слово «патология», то есть нарушение. С такими тяжелыми случаями работает сексопатолог. Сексолог уже не в силах помочь. Сексолог может выполнять функцию психолога, помогая разобраться отдельным людям или парам в причинах сексуальных расстройств. Так что лечит сексопатолог? Сексопатолог имеет дело с извращениями и странными предпочтениями в интимной жизни как пар, так и определенного человека. Он может проконсультировать по причинам импотенции или бесплодия, выявить причину проблем с оргазмом и тому подобное. Однако сексопатолог может также иметь дело и с более запущенными случаями, так называемыми половыми извращениями по типу педофилии или зоофилии, к которым склонны люди с нарушением психики. На самом деле грань между сексологом и сексопатологом весьма призрачна и тонка. Порой бывает так, что один человек специализироваться сразу в обоих направлениях должен. Однако нужно учесть тот факт, что сексолог работает в первую очередь с психически здоровыми людьми. В стране также имеются секс-коучи, народные ценители, как они себя называют. Первое, чем отличается секс-коуч от сексолога и сексопатолога, он не врач и не психолог, а скорее консультант и тренер по крутым техникам и фишкам, которые разнообразят сексуальную жизнь партнеров. Коучи обучают интим-фитнесу и разным хитростям, помогающим разнообразить сексуальную жизнь. Техники минета или кунилингуса, способы достижения оргазма и так далее. Разные варианты. Если тема вас заинтересовала, то ставьте лайк. И мы продолжим. Так как мы медицинский канал, нас интересуют врачи-сексологи. Рассмотрим, от чего они лечат и какие требования к этим специалистам. С 2021 года сексологом может быть любой желающий, будь он юрист, психолог, педагог. Просто нужно пройти профессиональную переподготовку по специальности сексология
и можно свободно оказывать эти услуги и давать рекламу. Для этого не обязательно регистрировать ООО, арендовать помещение, оформлять СЭС и получать медицинскую лицензию, как делают все медицинские организации. Вот имеется постановление правительства номер 852 от 1 июня 2021 года о лицензировании медицинской деятельности, которое полностью уничтожило вид медицинской деятельности сексология, ранее необходимый для лицензирования. С 2012 по 2021 год вид деятельности сексология существовал, и все организации, оказывающие услуги по сексологии, обязаны были иметь медицинскую лицензию по сексологии. А все специалисты-сексологи обязаны были иметь медицинское образование. В нашей организации тоже был вид деятельности сексология, но в связи с новым постановлением его просто вычеркнули. Можно ознакомиться в приложении постановления правительства Российской Федерации номер 291 от 16 апреля 2012 года о лицензировании медицинской деятельности, как раньше был тот вид. Также уничтожили вид медицинской деятельности психотерапия, но в кратчайший срок вернули в российскую медицину постановлением номер 181 от 16 февраля 2022 года о внесении изменений в постановление правительства номер 852 от 1 июня 2021 года. Быстро все сполочились и вернули. С 1 июля 2023 года вступает в силу приказ Минздрава номер 6068-Н от 14 октября 2022 года об утверждении порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения. Давайте рассмотрим этот приказ вместе. Ну вот наш приказ номер 668-Н от 14 октября 2022 года об утверждении порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения. Вступает в силу с 1 июля 2023 года. Желтеньким цветом я здесь выделил самое важное для нас, что нас интересует по сексологии. Если кому интересно, с остальными видами деятельности можно самостоятельно ознакомиться в интернете, приказ в открытом источнике. Приложение номер 16. Правила организации деятельности кабинета врача-сексолога. Пункт 1. Кабинет врача-сексолога является структурным подразделением медицинской организации или иной организации, осуществляющей медицинскую деятельность, имеющим лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работы оказания услуг по психиатрии. Ну, о чем мы говорили. А2. Кабинет создается для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи лицам, страдающим психическими расстройствами и расстройствами поведения. Далее будет употребляться психические расстройства. Хорошо. На должность врача кабинета назначает специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки здравоохранения и медицинской науки, утвержден приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 года. Номер 707Н, ну вот они выделяют по специальности психиатрия или сексология, или психиатр, или сексолог, неважно. Номер 5. Оснащение кабинета осуществляется в соответствии с стандартным оснащением кабинета врача-сексолога, предусмотренным приложением номер 18 порядку оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, утвержденным настоящим приказом. Мы сейчас вниз спустимся и посмотрим, чем же должен быть оснащен кабинет сексолога. Пункт 6. Кабинет осуществляет следующие функции. Первое. Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи лицам, страдающим психическими расстройствами, связанными с половым развитием и ориентацией, расстройствами половой идентификации и сексуального предпочтения, семейно-сексуальными дисгармониями, сексуальными дисфункциями, необусловленными органическими нарушениями или другими заболеваниями и состояниями, и сексуальными дисфункциями смешанного генеза, далее, соответственно, лица, страдающие сексуальными расстройствами, сексуальные расстройства, а также имеющие риск их развития. 2. Поведение психосоциальной реабилитации лиц, страдающих сексуальными расстройствами. 3. Направление лиц, страдающих психическими расстройствами или имеющими риск
их развития при наличии медицинских показаний медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь при психических расстройствах. 4. Направление лиц, страдающих психическими расстройствами или имеющих риск их развития при наличии медицинских показаний на консультацию к врачам-специалистам. 5. Применение совместно с врачом-психиатром принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, страдающих сексуальными расстройствами. Значит, можно принудительно еще полечить. 6. Осуществление мероприятий по профилактике сексуальных расстройств. 7. Организация проведения санитарно-просветительской работы среди населения по профилактике сексуальных расстройств. 8. Осуществление экспертизы временной трудоспособности. Могут выписать больничный лист. 9. Оказание мер психологической помощи и поддержки семьи лиц, страдающих сексуальными расстройствами. 10. Оказание методической и консультативной помощи врачам-специалистам по вопросам профилактики, диагностики, лечения и психосоциальной реабилитации лиц, страдающих сексуальными расстройствами, в том числе с применением телемедицинских технологий. С помощью телемедицинских технологий онлайн могут проводить консультации. 11. Освоение и внедрение в практику новых эффективных методов профилактики, диагностики, лечения и психосоциальной реабилитации лиц, страдающих психическими расстройствами. 12. Предоставление отчетности в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 года номер 323 об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. Сбор предоставления первичных данных о медицинской деятельности информационных систем системы здравоохранения. Про что 12 пункт? Про то, что все собирается в базу данных в госуслуги. И все ваши сексуальные расстройства и так далее врач обязан фиксировать и переносить в базу данных. Как я и говорил, перемещаемся к стандарту оснащения кабинета врача-сексолога. Стандарт оснащения, он идентичен врачу-психиатру, но здесь добавляется, я выделил желтым цветом, пункт 7. Вибратор реабилитационный в наборе. Вибратор реабилитационный. То есть аппарат для вибростимуляции. Будут определять, как у вас с этим. Еще интересный пункт. Расширитель вагинальный 10. Фалоимитаторы гинекологические расширители разных размеров. То есть там с фалоимитатором будем определять, нормальный у вас либидо или нет. Вот такой приказ. Врач-сексолог обязан пройти профессиональную переподготовку по специальности сексологии. Об этом гласит приказ Минздрава номер 707-Н от 8 октября 2015 года об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки здравоохранения и медицинские науки. Данный приказ утрачивает силу 1 сентября 2023 года и вступает новый приказ Минздрава номер 206-Н от 2 мая 2023 года об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием, где отдельная специальность, как сексология, в квалификационных требованиях к медицинским работникам с высшим образованием уничтожается полностью. Чтобы понять, насколько это страшно, давайте рассмотрим для начала виды сексуальных заболеваний, где имеются 4 большие группы, согласно международной классификации болезней. Номер 1. Сексуальные расстройства, связанные с физиологическими нарушениями. К ним относятся расстройство сексуального влечения, расстройство сексуального возбуждения, расстройство оргазма, проявляется в виде аноргазмии у женщин, проблемы с эякуляцией у мужчин. 2. Расстройство половой идентификации, проявляется в виде неудовлетворенности половой принадлежностью. Выделяют следующие подтипы. Транссексуализм, трансвестизм двойной роли, расстройство половой идентификации у детей, другие расстройства половой идентификации, то есть больные хотят сменить пол.
3. Расстройство сексуального предпочтения. Большинство людей с этим сексуальным отклонением относятся к мужскому полу. 3-5% это мужское население. И только 1-6% из них составляют женщины. Это следующие виды сексуальных расстройств. Фетишизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилия, садомазохизм, иные расстройства сексуального предпочтения, такие как сомнофилия, урофилия, акротомофилия и так далее. 4. Психологические и поведенческие расстройства, связанные с половым развитием и ориентацией. Сюда входят расстройство сексуального созревания, эгодистоническая половая ориентация, расстройство сексуальных отношений. Хочу вас попросить минуточку внимания, прежде чем мы продолжим. На российском рынке существует большое количество компаний, оказывающих услуги платной скорой помощи. Но как правильно выбрать компанию, оказывающую услуги скорой медицинской помощи, знает не каждый житель страны. Какие требования должны соблюдать организации и какие виды медицинской лицензии должны иметь. Если хотите узнать, как выбрать квалифицированную платную скорую помощь, то переходите по ссылке сверху. Там мы разбираем приказы Минздрава, постановления правительства и федеральные законы, которые обязаны соблюдать все организации, оказывающие услуги скорой медицинской помощи в России. В 2021 году вид деятельности сексология отдан российскому рынку в свободное плавание. Нет никаких требований к организациям иметь медицинскую лицензию по сексологии. Согласно приложению постановления номер 852 от 1 июня 2021 года о лицензировании медицинской деятельности, где отсутствует данный вид медицинской деятельности. Как я говорил ранее, услугу может оказывать любой желающий, прошедший профессиональную переподготовку по сексологии. Записался на онлайн-курсы 128 или 256 часов, получил сертификат, и ты уже дипломированный сексолог. Может, мне тоже записаться? Надо подумать. Да шучу. В 2023 году правительство России решило возобновить услуги по сексологии в государственных медицинских учреждениях. Но требования к медицинским организациям о обязательном лицензировании вида деятельности сексология не возвращен. Он отсутствует. Для оказания услуг по сексологии организациям достаточно иметь медицинскую лицензию по психиатрии. Согласно приложению номер 16 приказа Минздрава номер 668-Н от 14 октября 2022 года об утверждении порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, которые мы рассмотрели. С 1 сентября 2023 года врачам поликлиники, оказывающим услуги по сексологии, достаточно интернатуры, ординатуры по психиатрии. Ему не обязательно проходить профессиональную переподготовку по сексологии. Об этом гласит приложение приказа Минздрава номер 206-Н от 2 мая 2023 года об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием. Вида специальности сексология в квалификационных требованиях к медицинским работникам с высшим образованием больше не существует. Какой мы получаем тут итог? Один врач-психиатр обязан владеть 3 направлениями: психиатрия, сексология, сексопатология и оказывать услуги сексологии в медицинском учреждении с видом деятельности по психиатрии. Вида деятельности как сексология больше не требуется ни врачу, ни медицинскому учреждению, как мы с вами увидели. Как быстро побегут психиатры получать знания по новым направлениям? Это большой вопрос.
Напишите в комментариях ваше мнение. На рынке также останутся не врачи, но сексологи без высшего медицинского образования, которые дальше продолжат оказывать услуги по следующим направлениям: сексология, сексопатология, так как они имеют профессиональную переподготовку по сексологии. А кто-то и вовсе дополнит направление секс-коуча. Они могут оказывать услуги не в медицинском учреждении, без медицинских лицензий, пока действует профессиональная переподготовка по сексологии, не нарушая законодательство России. Вот такие выводы мы получаем согласно новых приказов Минздрава и постановлений. А вы к какому сексологу обратитесь при сексуальных расстройствах? К врачу-психиатру или секс-тренеру? Кого выберете? Напишите в комментариях. Интересно узнать ваше мнение. Если вам потребуются выездные медицинские услуги на дому или на предприятии, оставляйте заявки, и наши специалисты обязательно вам помогут. Ссылку на наш сайт оставлю в описании под этим видео. Там можно ознакомиться с нашими медицинскими услугами. Если понравился этот ролик, ставьте лайк, и мы вместе поднимем ценность этого видео. Всего вам доброго и будьте здоровы!